Привет, друзья! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Где же еще, как не на неделе моды в Милане, рождаются самые свежие и актуальные тренды сезона? Именно по ним фэшн-индустрия и мы будем отслеживать наиболее практичные и коммерчески успешные направления. Здесь каждый бренд предложил свою версию модного гардероба «Весна-лето 2026». Дизайнеры устроили настоящее соревнование. Кто придумает вещь, которая одновременно и стильная, и удобная, и желательно не разорит кошелек. Хотя в последнем условии что-то я не уверена. А еще каждый бренд презентовал свою фирменную фишку. Кто-то добавил яркие краски, кто-то фактуры, а кто-то рискнул с фасонами, приглашая к смелой провокации. И вот сегодня, я думаю, настал тот важный момент, когда пора бы уже окончательно определиться с главными тенденциями в итальянской моде, чтобы при случае не ошибиться с выбором очередной обновки на теплый сезон. Но в первую очередь хочу сказать огромнейшее спасибо, друзья, за ваши лайки, комментарии и советы. Тренды приходят и уходят, а без вас этот канал был бы как подиум без моделей. Приятного просмотра! Давайте начнем обсуждение с очень весенней, на мой взгляд, тенденции – игра с цветом. Да, Color Block стал главным героем недели моды в Милане. Бренды дружно твердят: не бойтесь даже самых безумных цветовых сочетаний. Тренд на яркие миксы можно было заметить на подиумах еще пару сезонов назад, когда дизайнеры, значительно подуставшие от скудной палитры тихой роскоши, сделали ее более красочной и уже тогда обратились к старому доброму колор-блокингу. Алый либо салатовый с темно-фиолетовым и охрой, оранжевый с бледно-розовым и серо-зеленым, синий с выгоревшим голубым и жженой сиеной. Очевидно, что книга исследования цвета Санзо Вады лежит теперь на рабочем столе не только у Миучи Прады. Достаточно лишь взглянуть на контрастный сет из юбки и шелковой блузы весенне-летней коллекции Fendi или на буйство красок, вспыхнувшее на дебютном показе Дарио Витале для модного дома Versace. Небрежная многослойность. Очередная попытка дизайнеров заново переосмыслить всем и так давно знакомое направление. Сегодня его преподносят как тренд, который готов заменить слишком правильные, а оттого довольно скучные аутфиты в стиле old money. Основная идея здесь – хаотичные слои одежды, словно надетые друг на друга в попыхах. Такой небрежный вид помогут создать асимметричные пальто и тренчи с деталями, пояса на завязках, отогнутые лацканы, будто наспех повязанный шелковый шарф и даже слегка подвернутые рукава. Данную тенденцию нам вряд ли получится обыграть в летний жаркий солнечный день. Но весной очень даже возможно. Главное, без фанатизма, чтобы вместо модного образа не получился банально неряшливый вид. Пижамный стиль. Новый виток тренда на пижамные рубашки и брюки, а еще и халаты, случился благодаря мужским неделям моды. Например, Dolce & Gabbana тогда провели шоу, больше похожее на пижамную вечеринку. Для показа женской коллекции концепцию менять не стали. Поэтому теперь у нас с вами, друзья, на выбор больше 150 нарядов, так или иначе вдохновленных одеждой для сна и подходящих теперь для рабочих будней. Совсем иначе зазвучал на миланском подиуме и строгий деловой стиль с приталенными жакетами в духе офисной сирены, юбками-карандаш в миди-длине или с брючной костюмной респектабельной двойкой. В этом сезоне самый модный вариант аутфита для работы – тот, который выглядит так, словно вы только что выбрались из постели и небрежно накинули на плечи корпоративный пиджак, либо что-то уж очень похожее на халат. В роли бельевого акцента, который отвечает за стилизацию комплекта, могут выступить любимые домашние мастхэвы – от хлопковых пижамных брюк в полоску до провокационных бра и полупрозрачных топов. Блестящая кожа. Похоже, дизайнеры подустали от матовой кожи, хотя таковой на миланских показах еще было достаточно. Но вот в гардеробе на весну все чаще в лидерах блестящая, а точнее лакированная. В коллекции Bottega Veneta для пущего эффекта ее сделали еще и фактурной, с рельефным узором, а в линейке Ferragamo найдется платье буквально для образа Тринити из нашумевшей в свое время матрицы. Комфортный аутдор и функциональная униформа. В новом сезоне бренды придумали, как сделать практичный стиль еще и роскошным, а роскошь, напротив, еще аутдорнее. И если уж эта ветровка, спортивный костюм, то с шикарным мехом,
например, как в коллекции Fendi. А если вечерний наряд, то пусть будет похожим на дождевик, с капюшоном, с кулисками из плащевки или нейлона. В униформе женщина может чувствовать себя так же потрясающе, как в платье, заявил Раф Симмонс. Вместе с Миучи они в образах коллекции Prada показали, как можно успеть и на завод, и в лес по грибы, и на бал одновременно. Новый желтый. Ожидая смену модных тенденций в цветовой палитре сезона, многие делали ставку на вкусный банановый тон, который будет вместо популярного ранее сливочно-желтого. Однако ожидания тренд-аналитиков не оправдались. Первенство получил цвет акация. Одежда из такого оттенка может собраться и в романтический тота-лук, и в максимально расслабленный аутфит с акцентом в виде яркой футболки. Стиль преппи без правил. Да, сегодня он не аскетичный и строгий, как у выпускников университета в Лиге Плюща, а вполне адаптированный под современные реалии, часто с характерными заметными деталями. Что ж, теперь мало кто готов собирать безупречные образы из клетчатых юбок в складку, галстуков, жилетов или приталенных жакетов и туфель Мэри Джейн. Новая волна – стильные, но максимально удобные аутфиты. Самые популярные из них включают трикотажные поло, тонкие кардиганы или же повязанный на плечи свитер, футболки, лонгсливы в полоску, рубашку поверх мини-платья. Главное – аккуратно, расслабленно и с легкой небрежностью. Игра на контрастах. Тренд заметно себя проявил, например, в модной линейке Жиль Зандер. Строгие формы, нейтральные оттенки, правильный архитектурный крой здесь запросто сочетались с наслоениями шифона и сочными красками. У Blue Marine двойственность проявилась в слиянии двух противоположных энергий. Темная мистика, готика, образ воинственной стрекозы и тут же нежная романтическая бабочка, легкая и воздушная. Рисунок в полоску. Фирменный для дома моды Missoni узор подхватили и растиражировали многие итальянские бренды. Причем в одном образе теперь запросто допустимо сочетать одновременно все варианты полосатого принта. В весенне-летних коллекциях можно наблюдать интересные комбинации не только разного по направлению рисунка – вертикального, горизонтального или по косой, но и стильные цветовые решения. Сумки с юмором. Дизайнеры нынче твердо уверены – нет ничего круче, чем относиться к моде с легкой долей иронии. А продемонстрировать вполне умеренную несерьезность и чувство юмора помогут не банальные и слегка инфантильные сумки. Например, пушистый помпон Ferragamo, по-детски наивная модель топсайдер Fendi с бусами в виде ручек или с огромной ромашкой, или сумки под маркой Moschino, среди которых есть и детское ведро, и сумка в виде стопки газет, и даже кастрюля. Такой подход к модным аксессуарам в мире фэшн-искусства объясняют очень доступно и просто. Мрак повсюду всех задолбал. А так хочется радости, пусть и от таких вот забавных, приятных сердцу мелочах. В финале моего обзора, друзья, хочу напомнить о самом важном. Мода – дама непостоянная, а тренды – они как гости на вечеринке. Пришли, пошумели, ушли. А вот личный стиль – он с вами навсегда. Но это не означает, что в пользу стабильности нам стоит отказаться от модных экспериментов. Будьте смелее, пробуйте что-то новое. Я уверена, у вас все получится. С радостью жду ваших впечатлений и обсуждения трендов в комментариях. И не забудьте отметить видео лайком. Он здесь как маленькая пуговка на элегантном жакете. Вроде бы мелочь, а образ сразу выглядит завершенным. И пусть каждый ваш день, дорогие мои, начинается только с доброй улыбки и солнечного настроения.